Здорово, народ! Сегодня в этом видео я хочу сделать обзор на баскетбольные кроссовки Anta Klay Thompson 7. Обращаю ваше внимание, что этот обзор будет в первую очередь от лица волейболиста и человека, занимающегося прыжками. Если же вам интересно услышать мнение баскетболиста, можете после этого видео посмотреть обзор Димона с канала Кроссовки.нет. Ссылка будет в описании. И начать хочу с внешнего вида. Кроссовки достались мне в черной расцветке. Также на данный момент есть еще белая версия. Первое, что бросилось в глаза, это наличие пластиковых ушек у данных кроссовок. Однажды я уже встречал подобную технологию в волейбольных кроссовках, которую очень высоко оценил. Кто помнит, что это за модель, пишите в комментариях. Благодаря им посадка и фиксация стопы настолько плотная, что всю разминку на тренировках я проводил абсолютно не шнуруя кроссовки, так как мононосок и пластиковые вставки с легкостью держали стопу внутри. Вся внешка кроссовка выполнена из запатентованного сеточного материала. Однозначно могу сказать, он очень износоустойчивый. Но в то же время кроссовки имеют слабую вентиляцию. При игре в плотных носках и душных залах это может вызвать определенный дискомфорт. Шнуровочный узел с усилением имеет 6 петель. Это количество и размещение позволяет сделать их более адаптивными, если у вас высокий подъем, а также увеличивает износостойкость, предотвращая растяжение материала во время плотной шнуровки. Я очень люблю плотно шнуровать свои кроссовки из-за особенностей стопы. И в данных кроссовках могу сказать, что мне немного не хватало набивочного материала в язычке, что первое время вызывало дискомфорт. Здесь, конечно, это дело привычки, так как я перешел с мягких кроссовок. Вполне возможно, кто-то этого даже и не заметит. В пяточной части есть вставки, которые приятно обволакивают ахилл и предотвращают гуляние стопы во время игры. Также на внешней стороне и пяточной области есть мягкая вставка, похожая на силикон, которая ограничивает стопу, чтобы она не уходила за пределы кроссовка при резких боковых остановках и смене направления. В подошве присутствует карбоновая вставка, которая плавно переходит в боковые уши, благодаря чему кроссовки имеют превосходную защиту от скручивания, а также способствуют более быстрому первому шагу. За амортизацию отвечает пенный материал Nitro Edge, который сделан из 1000 спрессованных гранул пены воедино. Данной технологии хватит самым тяжелым игрокам. Амортизация здесь на очень высоком уровне. При этом чувство корта на порядок выше, чем в кроссовках с баллонами Zoom. Если вы часто отбиваете себе пятки или в ваших кроссовках не хватает амортизации, возможно, эта модель ваш выбор. Но учитывайте все те моменты, которые я озвучу далее. Теперь поговорим о тракции. Она сразу же создала двоякое впечатление при первом тестировании. Я немного расстроился тем, что они не держали покрытия, так как я привык ощущать кроссовки на паркете. Именно поэтому я протестировал их в 4 доступных для меня залах. Старом советском зале, крашеном паркете и спортивном линолеуме. Могу сказать, что эти кроссовки очень пыленелюбивые. Если вы играете в старых советских залах по вечерам, где убирают только утром, у вас могут возникнуть трудности с комфортной игрой. Особенно если речь идет о баскетболе, где необходимо резко менять направление движения. Здесь хочу вставить немного теоретической информации. Когда я доделал свой обзор, решил посмотреть отзывы других блогеров, чтобы сравнить со своими впечатлениями, и вот что узнал. В белой расцветке используется другой материал подметки, обычная резина. Следовательно, она будет иметь другие характеристики при тестировании на одинаковой поверхности с черными кроссовками, в которых используется Icy Sole. Поэтому, если вы играете в слегка уставших залах, то скорее всего лучше рассматривать белую расцветку. Если же вы играете только на профессиональных покрытиях, то тут подойдет модель в черной расцветке. Здесь мы плавно переходим ко второму моменту, который я видел в обзорах. При увеличении размера кроссовка, количество его материалов как будто увеличивается путем изменения масштаба лекала в фотошопе. То есть не учитывается особенность изменения строения стопы. Например, если взять 8 размер и 13, то их проекции в масштабе должны отличаться. Поэтому получается, что маленький размер идет на узкую стопу, а большой подходит для широкой. Где именно проходит эта грань смены, я, конечно, сказать не могу, это лишь теория. Поэтому относитесь к этой информации как к теоретической, она не подкреплена никакими фактами. В идеале, конечно, приобретать данную модель с примеркой в магазине. Кому подойдут эти кроссовки? Однозначно тяжелым игрокам, которым нужна хорошая амортизация, и любителям кроссовок на пенной основе. Если решите перейти с баллонов Zoom на эти, вам нужно будет к ним привыкать, и скорее всего не одну тренировку. Но зависеть все будет от вашей активности, прыгучести и, возможно, размера стопы. После любых кроссовок на пене это отличный вариант, привыкания не потребуется. На примере ребят из своей команды хорошо знаю, что люди делятся на несколько типов. Кому нравится амортизация на баллонах и кому нужна только пенная основа. Очень часто это связано с привычкой, а еще кроссовки на баллонах, особенно цельных, имеют большие ограничения в деформации стопы.
чем создают дискомфорт для легких и быстрых игроков. Из личной практики могу сказать, что в моем топе в данный момент находятся 5 моделей на пене и 5 на баллонах. Поэтому мой опыт в равной степени применим к тестированию подобных кроссовок. С точки зрения технологий и использования KT7 топовые и заслуживают внимания, но назвать их хорошими для прыжка я не могу по ряду причин. Их вес в размере 8,5 US 431 грамм, а в размере 12 US 552 грамма. Для волейбола это очень большие цифры. Они не ощущаются тяжелыми, но для прыгучих игроков лишний вес будет негативно сказываться на прыжке. Но давайте не забывать, выбирая легкие кроссовки, мы часто жертвуем безопасностью. Поэтому выбор всегда за вами. Что лучше, прыгать высоко или безопасно? Именно поэтому мы так часто видим баскетбольные кроссовки на профессиональных волейболистах, даже в сборной. Здесь же вы получаете хорошую защиту голеностопа, и поэтому в волейболе они скорее всего подойдут для центральных блокирующих. В баскетболе же выбор позиций на порядок шире. Ну а теперь немного о неочевидных недостатках. В моей версии кроссовка почему-то ездит стелька в носовой части. Несущественно, но это сразу бросилось в глаза, так как при снятии их после тренировки почти вся стелька достается с ногой. Если кроссовки слегка будут свободны, это может вызвать дискомфорт и гуляние стопы внутри. Но в моем случае из-за плотной посадки я этого не ощутил. В кроссовках Димона такого не было, так что это скорее исключение, чем закономерность. Конечно, это мелочь и решается каплей клея или двухсторонним скотчем. Сцепление с пыльной поверхностью, к сожалению, оставляет желать лучшего. Скорее всего, это обусловлено рисунком и материалом, который используется в черных моделях. Жалко, что не было возможности в равных условиях сравнить оба варианта подошвы. KT7 очень интересный и определенно найдут своего покупателя. Главное учитывать все те моменты, которые были озвучены ранее в видео. Данные кроссовки мне предоставила компания Anta, за что им отдельное спасибо. Ссылку на них и промокод на скидку в 15% на все расцветки вы найдете в описании под видео. Если хотите поддержать мой канал, то достаточно будет просто проявить свою активность в виде лайков и комментариев под этим или прошлым видео. В связи с ситуацией в мире, это может быть последний обзор или видео на канале, в случае блокировки YouTube. Поэтому хочется пожелать здоровья вам и вашим близким. И увидимся, когда увидимся.